Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу подробный мастер-класс по пошиву вот такой мини-сумочки, либо это может быть кошелечек, клатч, все зависит от размеров. Долго тянуть не буду, приступаем. Шить буду из искусственной кожи, она у меня вот такого черного матового цвета, и она на трикотажной основе. Вот так тянется. Вот, показываю. И в эту сторону не тянется. Шить можно из абсолютно любых тканей, но если ткань тянется, ее обязательно нужно проклеить. Также проклейке подлежат тонкие и рыхлые ткани. Я работаю с вот таким дублерином. Флизелин я не рекомендую, потому что именно в этой работе нет стежки. Если вы хотите простегать, то можно и флизелин. Хочу вам показать разницу между одной и второй деталью. Смотрите, с левой стороны проклеено, а с правой нет. Вот насколько нестабильная у меня правая сторона и насколько стабильная левая, когда она уже проклеена. Вот, смотрите, разница колоссальная. Ну а мы приступаем к шитью. У меня раскроены и проклеены две одинаковые детали для задней и передней стенки. Размер 21 на 15 сантиметров. Но я потом заднюю стеночку в итоге буду менять по размерам, поэтому вы все увидите и я вам покажу. Сейчас работаем только с передней деталью. Смотрите, откуда у меня взялись размеры. Я положила свой телефон, вот так линеечку и добавила с одной и со второй стороны по 3 сантиметра. То есть я хотела такой небольшой кошелечек с молниями, с отделами, в который бы влазил телефон. Вот тут примерно будут карманы, молнии. То есть вот такой размер, это был оптимальный, удобный для меня. Если вы хотите больше, меньше, то вы также сможете пошить. Просто берите прямоугольник большего размера. Также нам понадобится молния. У меня она на метраж, номер 5. И вот я вот так прикладываю, смотрю, какой размер молнии мне нужно взять. Отрезала чуть меньше заготовки, также подготовила заглушки, точнее ткань для заглушек, проклеила их и бегунок. Смотрите, тут у меня длинная полосочка, я ее вот так сейчас разрежу, и будет у меня заглушка с одной и со второй стороны. Размеры даю. У меня получилось, ну, где-то 8,5 на 3,5. Но 3,5 это ширина моей молнии. Если у вас ширина молнии 4, она может быть меньше, то есть вы измеряете ширину молнии, а длину можете брать такую же, как и у меня. Отрезаю вот так пополам. И это будет заглушка с одной и со второй стороны. Не забываем на этом этапе одеть бегунок, потому что мы сейчас поставим заглушки, потом уже все. Вот так пришиваю с одной и со второй стороны. Вот так. Делаю строчку с одной и со второй стороны молнии. Готово. Вот так это выглядит. И сейчас сделаю отстрочку вот тут и вот тут. Готово. Вот так выглядит. На этом этапе закрепки не делаю, потому что все уйдет в швы, и ничего не будет распускаться. Далее прикладываю молнию к передней детали, смотрю, на каком расстоянии я хочу ее разместить. Смотрите, примерно 3,5-4 сантиметра от края. Это с учетом того, что вверху этой молнии будет еще одна молния, то есть припуски. Но слишком большое расстояние я оставлять не хочу. И при этом я хочу, чтобы именно в этот карман у меня вмещался телефон. Поэтому делаю разметку 3,5 сантиметра и отрезаю эту полоску. Далее я хочу показать, как буду переделывать, точнее, это опытным путем называется. Да, вот я прикладываю и вижу, что заглушки слишком, получается, вот эта отстрочка, да, она войдет в шов боковой. Мне это не нужно. Мы заглушки делаем для того, чтобы молния не входила в швы. Вот так мне должно быть. То есть вот это лишнее. Вот.
как с левой стороны, должно быть с двух сторон. Что я делаю? Я беру и укорачиваю молнию, делаю новую заглушку. Да, я испортила заглушку, я испортила 1 сантиметр молнии, но зато я переделала, и у меня будет все правильно и хорошо вшито. В конечном итоге у меня молния где-то 19-19,5 сантиметров. Это если вы будете шить по моим размерам. Я перешила заглушку, примеряю, смотрю, все ли хорошо, вижу, что все отлично. И сейчас верхняя и нижняя деталь, точно такие же по размеру, мне нужно выкроить из подкладки. В качестве подкладки я буду использовать такую плащевку. Она тоже матовая и, думаю, отлично подойдет именно к этой сумочке. Выкроила, смотрите, все размеры одинаковые. Но у меня на передней вот этой детали еще запланирован боковой карман, поэтому сейчас мы раскроим и его. Конечно же, вы можете его не делать, но если делаете, смотрите как. Определяемся, на какой высоте вы хотите видеть карман. Я хочу примерно, чтобы было 5 сантиметров от края. Уже начинался карман. А сам карман, вот я сейчас возьму вторую линейку, положу рядышком, чтобы было понятнее, а сам карман будет у меня примерно 16 сантиметров. Но это уже пускай будет с припусками. Выкроить нужно вот этот прямоугольник из основной и подкладочной ткани. У меня уже это готово, обязательно все проклеено. Ну, подкладку я не проклеиваю. Вот, готово. И сейчас я иду к машинке, вот эти детали совмещаю лицом к лицу и делаю строчку. Прошила, отгибаю, отутюживаю обязательно и делаю отстрочку. Искусственную кожу я отутюживаю через проутюжку. Отстрочка готова, и чтобы детали не смещались, по периметру я прошиваю крупным стежком. Далее накладываю деталь вот таким образом. Обязательно замеряю, чтобы все было ровно, чтобы ровно было и снизу, и сверху. Можно вот так сделать отметку. И также иду и делаю строчки. Вот прям закрепила этот карман, чтобы точно ничего никуда не сместилось. Далее беру свою молнию. Смотрите, в данном случае, чтобы бегунок открывался вниз. То есть, когда уже есть этот карман, ну, следите за тем, чтобы бегунок был вниз. И вот так складываю лицом к лицу, делаю строчку, пришила. Вот что получилось. Далее беру подкладочную ткань, накладываю лицом к лицу и также прошиваю, делаю строчку. Лицом к лицу это имеется в виду основная ткань к изнаночной ткани. Вот, готово. Отгибаю, отутюживаю, как уже говорила, через проутюжку. Но можно это сделать позже и сначала пришить верхнюю часть. Точно так же с одной стороны и затем с другой уже подкладку. Готово. Вот так это выглядит. На этом этапе обязательно отутюживаем, выравниваем, чтобы ничего нигде не смещалось. И делаем отстрочку по одной и по второй стороне. Также по периметру, чтобы ничего не смещалось, сделала также строчку крупным стежком. Лишнее все срезаю и выравниваю. Далее я выкроила из подкладки точно такую же по размеру, уже вот готового, замерила. Положила лицом к себе, накладываю эту деталь и также по периметру крупным стежком пришиваю. Вот так готово. У нас получился уже карман на молнии с мешковиной. Вот так. Все зафиксировано, все отлично и хорошо. И сейчас я буду делать держатели для полуколец. Решила делать из плащевки и для прочности вовнутрь буду вставлять вот такую киперную ленту. Она 1 сантиметр шириной. А вот эта лента из плащевки у меня 4,5 сантиметра шириной. Не стала делать из искусственной кожи, не знаю, как она будет себя вести. В общем, решила, что так будет надежнее. Вот так складываю с одной и со второй стороны.
И делаю 2 строчки по краю. Вот тут и внизу. Готово. Так это выглядит. И сейчас примеряю, вставляю и отрезаю лишнее. Как правило, на один держатель для полукольца нужно где-то 5 сантиметров. Но я всегда вот так на глаз беру, так, чтобы был припуск, было за что пришить. И сейчас измерю, покажу. Да, вот ровно 5 сантиметров у меня получается даже на глаз. И таких держателей нам нужно 2. Далее я сделаю вторую молнию. Для этого тут тоже нужны будут заглушки, но они будут другие, они никуда не вшиваются. Сразу на основной заготовке я отмеряю с одной и со второй стороны по 2 сантиметра. Сделаю отметки, чтобы было лучше видно и более понятно. Теперь прикладываю молнию, один срез к метке и отрезаю второй именно где метка. Вот так. Для этой молнии я буду делать вот такие заглушки шириной 5 сантиметров. Приклеена только в центре. Вот так загибаю. Вот смотрите, да? Ширина чуть больше, нежели ваша молния. У меня не чуть, у меня так порядком больше. Загнули, вставляем вот так молнию. И вот тут прошиваем. Лишнее срежем. Главное вот тут прошить. И будет вот такая заглушка с одной и со второй стороны. Не забываем одеть бегунок. У меня все готово. И в этот раз ничего переделывать не нужно. У меня все совпадает от метки до метки. Сейчас я буду работать с задней деталью. И, как я говорила, она у меня была изначально выкроена по размеру передней, но я решила опустить, то есть не вставлять полукольца в шов, а сделать их ниже на задней стенке. И поэтому нужно их вшить. Для этого нужен припуск, поэтому деталь должна быть изначально на 2 припуска выкроена больше, нежели передняя. Но сейчас я переделаю и будет все отлично. Все равно все получится. Я прикладываю линейку, вот так уже я сделала отметку и по ней просто разрезаю. Готово. И, как я говорила, я просто взяла длиннее кусочек, он немножко неровный, тоже его проклеила и сейчас пришью и затем уже выровняю. Сейчас нужно сделать отметки, на каком расстоянии будут пришиваться полукольца. И вот у меня ширина 15, я отступаю сверху и снизу по 5, и, соответственно, держатели будут пришиты на расстоянии друг от друга на 5 сантиметров. Вот так беру, вставляю, загибаю. И вот так колечки должны смотреть вниз. Я беру прищепки, можно взять портновские булавки. И вот так скалываю, прошиваю. Готово. То есть они уже закреплены, отлично держатся. Лишнее можно срезать. И затем беру верхний кусочек, накладываю и прошиваю. Готово. Отворачиваю. И теперь вот этот припуск мне нужно отутюжить вниз. И вот тут сделать отстрочку по низу, тем самым еще раз закрепить держатели. Готово. Вот так выглядит задняя деталь. При желании тут также можно сделать карман на молнии. Но я не буду. Смотрите, я выравниваю эту деталь, потому что, как я говорила, вот этот кусочек он не очень ровный. Выравниваю, 2 детали должны быть одинаковые. Так, я все сделала. Теперь по размеру также задние стенки я выкроила подкладку, точнее 2. И моя молния. Сейчас будем это пришивать. Прикладываю молнию лицом к лицу. И у меня также бегунок должен открываться вниз, как и предыдущий. Прикладываю, только не так,
а лицом к лицу, то есть бегунком вниз. И прошиваю, делаю строчку. Готово. Далее сразу же пришьем заднюю стенку. Для этого, смотрите, чтобы не перепутать, вот так будет сумочка, чтобы вот колечки были вверх и вот этот карман был вверх. Отгибаем молнию и накладываем лицом к лицу деталь. И вот тут прошиваем. Готово. Вот что получается. Теперь нужно пришить подкладку к одной и ко второй стороне. Делать это несложно. Берем подкладку, вот так складываем, пришиваем. Пришили. Затем отгибаем, беремся за молнию, переворачиваем, складываем вот так лицом к молнии и пришиваем. Все готово. Смотрите, все отлично, все хорошо, все припуски у нас спрятаны и все отлично. Лишнее вот тут, если есть, можно срезать и продолжаем. На этом этапе все хорошенечко отутюживаем, все припуски раскладываем и делаем отстрочку по одну и вторую сторону от молнии. Вот что должно получиться. Далее остается совсем немного. Мы складываем переднюю и заднюю стороны и также складываем подкладка к подкладке. Теперь нужно сшить. Вот тут очень внимательно. Смотрите, вы складываете вот эти шовчики вот так и аккуратненько вот так прошиваете. Не забываем оставить отверстие в подкладке для того, чтобы вывернуть. И на этом этапе, конечно же, хорошо бы не забыть открыть молнию. Но я забыла, я еще подкладку не прошила и вспомнила, что молнию я не открыла. Хочу показать, как я делаю в таких случаях. Раньше я распарывала и открывала молнию. Но сейчас я вот так беру и просто нужно вот это раздвинуть. И затем я нащупываю, это, конечно, тоже смотря из какого материала шьете, но я нащупываю бегунок и просто его вот так открываю. Ну, во всяком случае, это лучше, чем пороть. Открыла молнию, и теперь можно продолжать зашить еще подкладку, но опять же не забыть место для того, чтобы вывернуть. Я не забыла. Вот, осталось. И сейчас я выворачиваю. А также еще нужно срезать уголочки и лишний припуск для того, чтобы все лучше вывернулось. Также для уголочков я использую палочку для суши, чтобы их лучше вывернуть. Мне остается зашить отверстие, через которое выворачивала, и сделать окончательную влажно-тепловую обработку, то есть отутюжить. Подкладку можно зашить как вручную, так и на машинке. Ну что ж, мой кошелечек или мини-сумочка готовы. Я результатом довольна, за исключением того, что я не предусмотрела, что у меня нет подходящих по цвету и размеру карабинов, поэтому заказала, пока жду. Буду носить на цепочке, тоже сейчас покажу. Но у меня есть отдельное видео, как сделать ремешок. Кому интересно, кто хочет посмотреть, ссылку я оставлю в описании. Ну а пока вот такая цепочка. Сейчас одену и покажу. Не могу сказать, что с цепочкой совсем плохо. Нет, просто лично для меня это непрактично. Вечно в эту цепочку у меня волосы путаются. В общем, хочу остаться с волосами, поэтому дождусь нужных карабинов и сделаю ремешок из той же ткани, из которой сделана сумка. Будет идеально. Сделаю его именно тоненьким, будет хорошо. А на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.